Привет, друзья! Сегодня я расскажу, как запускать быстрые команды Shotcuts с панели управления Stream Deck. Я знаю два способа, как это сделать. Первый вариант достаточно простой, но в нем есть один неочевидный минус. О нем я расскажу немного позже. Для начала нам нужно из маркетплейса Elgato установить плагин, который так и называется Shotcuts. Затем перетащить инструмент в одну из ячеек панели управления и выбрать нужную нам быструю команду для запуска. Казалось бы, что может быть проще? Но по моим наблюдениям, через некоторое время использования таких клавиш начинает возрастать нагрузка на компьютер. Его производительность падает и все начинает жутко лагать. Еще через какое-то время эти кнопки начинают срабатывать через раз, а потом и вовсе перестают работать. Я не стал разбираться, с чем это связано, но подозреваю, что скорее всего возникает утечка памяти или зацикливается какой-то процесс. Это проблема разработчиков плагина, пусть они с этим и разбираются. Но более интересен сегодня для нас второй способ, который я именно и использую. Но для него вам придется совсем чуть-чуть, но все же прикоснуться к программированию. Итак, нам понадобится из того же Marketplace Elgato установить плагин, который называется OSA Script, который позволяет создавать собственные сценарии как на Apple Script, так и на JavaScript. После установки перетаскиваем инструмент в нужную вам ячейку, выбираем Apple Script и вводим код, который вы сейчас видите на экранах. Также этот код я оставлю в описании под видео и в своем телеграм-канале, ссылка на который также в описании. В этом коде вам надо будет изменить только имя быстрой команды на имя вашей быстрой команды. Остальные же строки всегда остаются неизменными. И вот на этом месте, скорее всего, у большинства из вас возникнет проблема. Вроде бы и код написан правильно, и все настройки сделаны правильно, но почему-то при нажатии клавиши абсолютно ничего не происходит. Я также ломал голову, пока совершенно случайно не нашел решения. Все, что вам нужно, это просто взять кнопку с командой, перетащить ее в другую ячейку и потом вернуть обратно. Видимо, в этот момент происходит обновление кнопки и все начинает отлично работать. Да, и так надо будет делать каждый раз, когда вы захотите обновить код этой клавиши. На этом привязка быстрой команды завершена. Не забываем ставить лайки, подписываться. У меня на сегодня все.